Vinogradinka Pictures. Golden Hands Production. Представляют маршмеллоу, который вы точно захотите приготовить. Желатин всыпаю в холодную воду и убираю в сторону. Для сиропа нам понадобится вода, две-три ложки хорошего растворимого кофе, и сахар. Конечно, какой же сироп без сахара? Для сахарного сиропа всегда выбирайте посуду с толстым дном, тогда ваш сироп сварится правильно и ничего не подгорит. Силиконовый коврик смажьте тонким слоем растительного масла без запаха. Также для этих целей подойдет лист бумаги для выпечки, либо просто пищевая пленка. Излишки масла удалите бумажным полотенцем. Сироп ставим на плиту на средний огонь. В начале варки сиропа мы его немного помешиваем, чтобы сахар быстрее растворился. Пока варим сироп, параллельно нужно растопить желатин. Я это делаю на плите на самом минимальном огне, также это можно сделать в микроволновке. Растопленный желатин вливаю в чашу миксера и начинаю взбивать на небольшой скорости. Тем временем сироп уже начал закипать, теперь нужно довести его до температуры 110 градусов. Если у вас нет термометра, просто на среднем огне проварите его примерно 5-7 минут, этого будет достаточно. Переключаю миксер на среднюю скорость и начинаю тонкой струйкой вливать сироп в желатин. Вливайте аккуратно, старайтесь, чтобы сироп не попадал на венчик миксера. После того, как весь сироп добавлен, я увеличиваю скорость почти до максимальной, у меня это 5 из 6, и продолжаю взбивать. Сначала масса будет довольно жидкой, но уже скоро вы увидите, как она превращается в пышную и воздушную. Еще один важный ингредиент в этих маршмеллоу – это крупная морская соль. Я ее добавляю в конце взбивания для того, чтобы она осталась такими вот кристалликами, и потом в маршмеллоу это будет таким приятным солененьким акцентом. Взбиваю еще буквально 10-15 секунд, чтобы размешать соль, и выключаю миксер. Вот такая пышная воздушная масса должна у вас получиться. И видите, она держит форму, не растекается. Это важно, потому что когда мы заливаем маршмеллоу в формы, масса может быть более жидкой. А когда мы хотим отсаживать маршмеллоу, то нужно, чтобы она такая вот была более плотная. Переложите маршмеллоу в кондитерский мешок с круглой насадкой. Диаметр примерно 1,5 см. А дальше мое любимое. Вот это вот отсаживание все. Обожаю. Ну красота же, правда? Так, что там дальше? Когда вы отсадили все маршмеллоу, им нужно дать время стабилизироваться примерно 6-8 часов при комнатной температуре. Но если вы так же, как и я, спешите быстрее угостить друзей, то можно маршмеллоу поставить в холодильник, тогда этот процесс пойдет быстрее. Смешайте сахарную пудру с какао и просейте через мелкое сито.
Какао здесь тоже является важным ингредиентом для вкуса этих маршмеллоу. У меня это какао экстра брют с таким ярко выраженным шоколадным вкусом. Он не сладкий, и создается такой баланс вкуса между сладостью маршмеллоу и горечью какао. И еще морская соль у нас, не забывайте. Посыпаем наши маршмеллоу через ситечко сверху. И затем снимаем маршмеллоу с коврика и обваливаем еще снизу в смеси какао и сахарной пудры. Видите, с коврика они очень легко снимаются. Единственный момент, что из-за того, что они стабилизировались в холодильнике, они немного более липкие. Если вы при комнатной температуре их оставите, то они подсохнут и они не будут так липнуть к рукам. Ну, чтобы не прилипали, просто пальчики тоже в сахарную пудру с какао и продолжаем этот процесс. Откровенно говоря, маршмеллоу я больше люблю готовить, чем есть. Вот это вот пожмякать их, знаете. Но вот именно эти кофейные маршмеллоу утром с черным кофе мне идеально. Идеально. Я даже пока монтировала этот ролик, снова захотела их приготовить. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм. И до встречи в новых фильмах. Baby, you